В этом выпуске вы узнаете, насколько влиятельным было Казанское ханство, как жили татары в российском государстве и что помешало им в 90-х годах стать независимыми. Но сначала хотелось бы порекомендовать подписаться на штаб татарской молодежи. Это организация, занимающаяся поддержкой татарского языка, традиций и культуры. Лидер движения Мухаммадинов Тахир, который организовал ресурс весной 2020 года. Ищите ссылку в описании, а мы начинаем. Значительную часть нашего континента занимает так называемая Великая Степь. От Монголии до Дуная тянется полоса из полей и пустошей. В таких условиях не так легко было создать в нашем понимании стабильное государство из-за отсутствия естественных границ. И потому настоящими хозяевами в такой местности становились кочевники. Западную часть Великой Степи называли Дэшты-Кипчак или Кипчакская степь. Она повидала полчища гуннов, хазар и булгар. Кстати, последние находились на месте нынешнего Татарстана и имели наибольшее влияние на этногенез татар. Там же около 1000 лет назад был основан небольшой аванпост, постепенно ставший одним из наиболее влиятельных в военном и политическом смысле центров на Волге, именуемый Казань. В 1220-х годах осуществляется поход монгольских военачальников Джебе и Субэдэя в Кипчакскую степь. Тут же имела место известная битва на Калке со славянами, закончившись полным уничтожением войска последних. После этого монголы двинулись на Волгу, где по свидетельствам одного из летописцев были побеждены булгарами, что является удивительным исключением, учитывая победоносное шествие Джебе и Субэдэя по всей Азии. Но уже спустя 10 лет монголы снова появились на Волге, более подготовленными, и все-таки захватили булгарские земли. Столица испытывала на себе постоянные набеги, что способствовало ее упадку, а все большее влияние оказывала Казань. В 1438 году Улу Мухаммед становится ханом и объявляет о создании Казанского ханства. Уже спустя год он осаждает Москву. Взять ее так и не получилось, потому после захвата пленных осаду сняли. Еще спустя 5 лет хан захватывает Нижний Новгород, что вынуждает великого князя Московского дать бой. 7 июля 1445 года под Суздалем сыновья хана побеждают княжеское войско, но что хуже, был взят в плен сам Василий Темный. За него был назначен большой выкуп, после чего великого князя отпустили. Нужно отметить, что Казанское ханство и Московское княжество были двумя молодыми государствами по соседству. Их столкновение было неизбежным. Очевидно, что кто-то из них в будущем должен был подчиниться, потому в течение столетия они всячески пытались усилить свои позиции, готовясь к большой войне. В 60-х годах 15 века в Казани существовала политическая нестабильность. Пользуясь моментом, Москва посылает войска для отстаивания своего кандидата. Поход заканчивается неудачей, но ознаменует собой начало взаимных набегов. Сыновья князя Василия Темного даже сумели осадить Казань. Устанавливается спокойствие почти на десятилетие. Великое княжество Московское усиливалось, а вот Казанское ханство еще больше повязло в междоусобицах. В итоге в 1487 году воеводы идут походом на Казань и захватывают ее. В ханстве устанавливается выгодная для Москвы ситуация. С этого момента вся внешняя политика Казанского ханства должна согласовываться с давним оппонентом, хотя номинально ханство остается независимым. В 1518 году уходит из жизни московский ставленник Мухаммед Амин, не оставив наследника. Это событие местные знати используют, чтобы избавиться от зависимости, а потому устанавливают дипломатические отношения с Крымским ханством. А спустя несколько лет союзники совместно участвуют в походе на Москву, имевшем тяжелейшие последствия. Московский князь облагается данью, в плен уводятся тысячи жителей. Но политическая ситуация меняется, когда в 1547 году Великое княжество Московское после объединения с соседними княжествами становится русским государством.
Следующей целью, очевидно, был назойливый сосед – Казанское ханство. Иван Васильевич каждые несколько лет посылает войска для опустошения земель, систематически устанавливая частичную блокаду столицы ханства, и в итоге осаждает и захватывает ее в 1552 году. Захват Казани и Казанского ханства имел неоценимое значение. Российское государство получило доступ на восток, лишилось давнего оппонента по соседству, а также увеличило свое население вдвое. В честь аннексии ханства в Москве был возведен храм Василия Блаженного на главной площади. С этого момента татары становятся неотъемлемой частью успехов и неудач российского государства. После многочисленных войн и захвата Казань фактически опустела. Местным позволяли селиться только возле бывшей столицы, а основным ее населением становятся русские. К 18 веку лишь 10% жителей Казани составляли татары. На фоне смещения национальной составляющей наблюдался значительный успех в области экономики и образования. Казань стала одним из самых больших городов России. Тут возводятся гимназии, школы типографии, а в 1804 году основывается Казанский университет, один из важнейших по значимости. Летом 1774 года Казань осадили восставшие казаки во главе с Емельяном Пугачевым. Большая часть города была опустошена и уничтожена вследствие пожара. В начале 90-х годов 19 века Поволжье охватил голод, а после – эпидемии. Считается, что недостаточная готовность правительства к подобным ситуациям, а также отсутствие существенной помощи обычным людям еще больше выявило недовольство населения к властимущим и способствовало тому, что в 1917 году на съезде Миллет-Меджлиси было заявлено о создании Идель-Уральской республики, национальной автономии татар и башкир, но попытка оказалась неудачной. Учитывая, насколько важным был этот город, здесь велись наиболее ожесточенные бои между белыми и коммунистами. Ведь тот, кто владеет Казанью, владеет Волгой. Здесь находятся основные связующие пути между азиатской и европейской частями России. После установления власти большевиков объявляется о создании Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Но в 1921 году вследствие засухи Поволжье снова охватил массовый голод. И вновь содействие голодающим оказалось малоэффективным, хотя большевики даже согласились на оказание иностранной помощи. В годы Великой Отечественной войны Казань, находясь вдалеке от боевых действий, становится домом для тысячи беженцев, а также сюда эвакуируют промышленность. Это способствует увеличению количества жителей, и в 1979 году численность населения столицы Автономной Республики достигает 1 миллиона. Все мы знаем о том, что в 90-х годах Чечня объявила о своей независимости и что за этим последовало две ужасные войны, десятки тысяч убитых, сотни тысяч беженцев. Но не только Чечня захотела стать независимой. На фоне печально известных событий на Кавказе мы упустили из виду еще один субъект – Татарстан. После августовского путча в Москве было согласовано постановление о независимости. Когда стало ясно, что Советский Союз уже не спасти, появилась идея создать некое подобие ему под названием ССГ – Союз суверенных государств. Так вот, в Татарстане согласились бы подписать этот документ только на условии отдельного независимого государства, а не субъекта Российской Федерации. Вышло так, что ССГ создать не получилось, но вместо него появилось СНГ – Содружество независимых государств. И снова Татарстан публикует документ, где считает себя независимым государством. Более того, в 1992 году состоялось голосование о независимости, где более 60% высказались «за». Также вводится новая конституция. Естественно, Москва считает все эти действия незаконными и публикует постановление Конституционного суда на этот счет. В 1993 году по всей России идет голосование о новой конституции. Татарстан объявляет бойкот этому голосованию, так как в ней указано, что он является всего лишь субъектом.
Начинается длительный и тяжелый этап обсуждения статуса Татарстана. Большим плюсом для ведения диалога было наличие ценного ископаемого – нефти. Нефтяная компания Татнефть занимает 5-е место по объему добычи в России. А вот большим минусом было то, что даже если бы удалось стать независимым, Татарстан является анклавом и не имеет выхода к другим государствам. Учитывая плюсы и минусы, все понимали, что нужно найти выгодное для всех соглашение, и оно было найдено. Татарстан оставался в составе России, но с особыми полномочиями. Там допускалась своя конституция, национальный банк, установление налогов и, что главное, нефть была названа исключительным достоянием и собственностью Татарстана. Но после того эти соглашения уже не единожды изменили, и с каждым новым обсуждением у местной власти остается все меньше полномочий. В 2006 году была заключена новая сделка на 10 лет, где все, что было обещано в 90-х, уже отсутствует. Более того, сейчас под сомнением находится возможность обеспечить даже то, что уже обсудили. А именно, в 8 главе Конституции Татарстана указано, что государственными являются 2 языка. Но в 2017 году Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что нельзя заставлять учить человека неродной для него язык. Изучать эти языки, гарантированное Конституцией право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации. Вследствие сказанного повсюду стали оказывать давление в учебных заведениях с целью исключения татарского языка из списка обязательных. Сначала местные политики не согласились с таким подходом, указывая, что Конституция защищает язык субъекта. Значит, по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, ведь в принципе надо же все это дело было продумать, ведь как получается, нам нужно было время, чтобы все эти вопросы. К сожалению, Министерство образования Российской Федерации не отреагировало, но сейчас у нас идет конструктивный диалог. Я уверен, что мы найдем общие точки решения данного вопроса. И нельзя трактовать, как кто кому как вздумается. Но как может быть государственный язык добровольным? Это нигде в мире такого нет. Если есть это в мире, покажите добровольно. Да, он добровольный. В Швейцарии ты из 4 языков выбираешь 2 языка. У нас нет такого. У нас один язык государственный нашего субъекта. Но потом изменили свое мнение и на голосовании большинство высказались за введение ограничений. Де-факто все идет к тому, что в Татарстане может остаться только один государственный язык. Решение принимается единогласно. Большое вам спасибо. В 2005 году Казань отметила 1000 лет со дня основания. Ее население больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Сейчас это 5-е место по численности в государстве. А татары являются самым большим национальным меньшинством, численностью более 6 миллионов человек. Кто знает, как без них сложилась бы судьба российского государства. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал, а также в Инстаграме. Финансовую помощь можно оказать по ссылке внизу. Напишите в комментах, о чем я забыл упомянуть и какие темы хотели бы видеть в дальнейшем. Увидимся в следующем выпуске и, как обычно, мир вашему дому.